Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья. И сегодня я хочу сделать обзор на такой вот трендовый краситель. Наверняка вы все о нем слышали. Это краситель от Chic Cosmetics. Chic Cosmetics — это молодой российский бренд. Основателем бренда является Наталья Шик, известный визажист. Уверена, вы все ее прекрасно знаете. Забегая немного вперед, скажу, что создание красителя от Chic, по моим личным ощущениям, было вдохновлено красителем Levisim. Хотя оттенки немного отличаются, но сам концепт очень похож. Можно так сказать, сбылась мечта бровистов, которые очень любят Levisim, но так как Levisim с родным окислителем 1,8% оставляет легкий след на коже, многие бровисты любят использовать этот краситель с оксидом атрифектоцил 3%, так как у Levisim нет родного 3% оксида. Теперь вы можете обратить внимание на краситель от Chic Cosmetics. Также линейка красителей от Chic недавно пополнилась новыми оттенками, окислителем 0,9% и новым осветлителем для бровей, что мы обязательно сегодня обсудим. Итак, краситель от Chic Cosmetics имеет кремовую консистенцию, старые оттенки идут на основе этаноламина и оставляют яркий след на коже. В свою очередь, новые оттенки идут на основе аммиака и дают легкий след на коже и легкое тонирование волоса. В состав красителя входят ухаживающие компоненты, такие как масло семян пенника лугового, гидролизованные протеины пшеницы, экстракт босвелли. В линейку красителя на данный момент входит 8 оттенков, 3 осветлителя и 3 оксида. Линейка основных оттенков включает в себя один цвет для окрашивания ресниц, это Blue Black, 5 основных оттенков для окрашивания бровей, это Light Brown, Brown, Soft Brown, Cool Light Brown, Cool Dark Brown и 2 дополнительных оттенка графит для добавления в микс с основными оттенками для коррекции цвета, ухолоднения либо углубления оттенка и бесцветный оттенок для разбеления пигмента основных оттенков и миксов. Как я уже упомянула, краситель работает с 3 оксидами. Оксид 3% дает более холодный оттенок, более графичный, яркий эффект, интенсивный отпечаток на коже. Больше тонирует волос. Окрашивание получается более темным. Оксид 1,8 дает более теплый мягкий эффект, менее графичный эффект окрашивания, меньше тонирует волос, окрашивание получается более светлым. Также недавно в продаже появился оксид 0,9%, он предназначен для легкого тонирования волоса, дает самый теплый и светлый оттенок по сравнению с оксидом 1,8 и 3%, подходит для тонирования волоса после долговременной укладки бровей и осветления. Также для щадящего окрашивания сильно поврежденных волосков. pH оксидов 2, pH краситель 9, кроме оттенков Cool Dark Brown и Cool Light Brown, их pH 7. Еще немного слов об осветлителях для бровей. На данный момент их существует 3, 2 из которых дают легкий эффект осветления на полтона или тон, в зависимости от времени выдержки. Третий осветлитель, новинка, дает интенсивное осветление на несколько тонов. Так как старые оттенки красителя от Chic имеют кремовую консистенцию и красящая смесь окисляется медленно и оставляет яркий след на коже, рекомендуется перед нанесением провести очищение и пилинг кожи, сделать разметку эскиза бровей перед окрашиванием. Но вот новые оттенки имеют другой состав, и красящая смесь окисляется быстрее и не оставляет яркий след на коже. В этом случае разметку и пилинг можно опустить. Время выдержки красителя на коже составляет от 8 до 15 минут. Не стоит удалять красящую смесь раньше, чем процесс окисления завершится полностью, иначе вы рискуете получить зеленый подтон на бровях. Итак, давайте уже рассмотрим линейку оттенков подробнее. Первый оттенок – это оттенок Blue Black, это черный оттенок на синей базе. Дает сильное затемнение волоса, кожу тонирует глубокий фиолетовый оттенок, на волосках черный оттенок с синеватым отливом. Предназначен только для окрашивания ресниц, так как для окрашивания бровей Blue Black не подходит. Второй оттенок – это графит, это темный серый оттенок на серебристо-фиолетовой базе, сильно затемняет волос где-то на 3-4 уровне глубины тона, дает холодный серый оттенок на коже, в чистом виде для окрашивания бровей не подходит. Для пепельного оттенка рекомендуется использовать в миксе с Light Brown. Следующий оттенок это Light Brown, это светло-коричневый оттенок на желтоватой базе. В
целом не сильно затемняет волос, где-то на 7-8 уровне глубины тона, в зависимости от того, какой вы используете окислитель, может давать различный эффект. Например, при окислителе же в 3% дает более холодный светло-коричневый оттенок на желтоватой базе, но более яркое тонирование волоса слегка затемняет волос и дает графичный след на коже. Подходит натуральным блондинкам, светло-русым. При окислителе 1,8% дает теплый светлый оттенок на желтоватой базе, более легкое тонирование волоса и менее графичный след на коже. Подходит для светлых, рыжих, теплых, пшеничных блондинок. При окислителе же 0,9% дает желтовато-рыжий светлый оттенок и легкое тонирование волоса и кожи. Подойдет для рыжих и теплого блондина. Следующий оттенок в линейке — это оттенок Brown. Это темный коричневый оттенок, дает сильное затемнение волоса где-то на 4-5 уровне глубины тона. В зависимости от того, какой вы используете окислитель, может давать следующие эффекты. При окислителе 3% дает более холодный темно-коричневый оттенок на зеленоватой базе. Получаем более яркий графичный результат. Подходит для темных и холодных шатенок, темно-русых, для брюнетов. При окислителе 1,8% дает теплый темно-коричневый оттенок на красноватой базе, более легкое тонирование волоса, менее графичный отпечаток на коже. Подходит для шатенок с насыщенным шоколадным оттенком волос. При окислителе же в 0,9% дает более светлый каштановый оттенок с красновато-рыжим подтоном. Подойдет для ярких, теплых, рыжих. При окислителе же в 0,9% дает более светлый каштановый оттенок с красновато-рыжим подтоном. Подойдет для ярких, теплых шатенок и рыжих. Далее хочу рассказать о новых оттенках в линейке. Они дают эффект легкой тонировки, эффект мягких естественных бровей и оставляют легкий след на коже. Первый оттенок — это Soft Brown. Это светлый, теплый коричневый оттенок на красноватой базе. Дает эффект легкого тонирования, без сильного затемнения волоса, легкий отпечаток на коже. В зависимости от применяемого окислителя может быть холодным и слегка темнее с 3% оксидом. С оксидом 1,8 более теплый оттенок с красновато-желтоватым подтоном, а с оксидом 0,9% дают самый теплый полупрозрачный оттенок. В чистом виде подойдет для рыжих, можно использовать микс для утепления оттенка, добавления красноватого подтона, для нейтрализации зеленоватого нежелательного подтона основного оттенка или микса. Следующий оттенок — это Cool Light Brown. Это холодный русый светлый оттенок, дает эффект легкой тонировки, эффект мягких естественных бровей. В зависимости от применяемых окислителей от 3 до 0,9% оттенок становится менее насыщенным и полупрозрачным. Но температуру оттенок не изменяет. В чистом виде подойдет холодным блондинкам, русым, хорош при окрашивании после процедуры долговременной укладки и осветления бровей. Можно добавлять в микс вместо оттенка графит для более деликатного полупрозрачного эффекта для ухладнения оттенков. Следующий оттенок — это Cool Dark Brown. Это холодный темно-серовато-коричневый оттенок на слегка зеленоватой базе. Дает сильное затемнение волоса, но легкое тонирование кожи. В зависимости от применяемого окислителя от 3 до 0,9% тонировка слегка становится светлее, при этом цветовую температуру оттенок не изменяет. В чистом виде подходит брюнеткам, холодным шатенкам, темно-русым. Следующий оттенок — это бесцветный оттенок, так называемый депигментированный нулевой оттенок. То же самое, что крем де лютер в красителе Oxygen O2. Он предназначен для разбеления пигмента красителя, если вы хотите получить полупрозрачный оттенок и легкий отпечаток на коже. Далее я вставлю фото, как бесцветный оттенок выбеливает основные цвета по применению. А бесцветный оттенок сначала необходимо смешать в необходимой пропорции с основным оттенком или миксом. Затем мы добавляем к этой смеси оксид в пропорции 1 к 1. Всегда добавляйте бесцветный оттенок до добавления оксида. Это важно. Далее хочу рассказать об осветлителях для бровей. На данный момент уж их 3. Первый оттенок — это блонд. Он дает теплый эффект осветления, осветляет на полтона, тон максимум. Легкий эффект осветления подходит для теплого типа внешности, для блондинок, рыжих, не оставляет следа на коже. Следующий оттенок — это тауп. Он подходит для холодного типа внешности. Шатенок дает также легкое осветление на полтона, тон, осветляет в холодный оттенок. Если волоски, например, пушковые, может наоборот тонировать более темный
тон. Оставляет легкий след на коже. Его можно использовать для осветления перетемненных бровей в случае, если это не долговременная укладка. И последний оттенок — это Honey Blonde, дает осветление на несколько тонов, осветляет в теплый оттенок. Применяется, если нужно сильное осветление волосков. Осветление не рекомендуется делать после долговременной укладки либо окрашивания хной ранее, чем через 4-6 недель после процедуры, так как это может негативно сказаться на качестве волос. Осветлители работают только с 3% оксидом. Далее давайте поговорим о популярных миксах. Первый микс, о котором я хотела бы поговорить, это микс Light Brown с графит в пропорции 90 к 10%, с оксидом 1,8%. В этом миксе мы получаем ухладнение оттенка Light Brown, он дает деликатный легкий оттенок на волосках и не такой графичный отпечаток на коже. Если вам нужен более графичный оттенок, то вы можете использовать оксид 3%. Если вы хотите более естественный, мягкий эффект, оттенок графит можно заменить на Cool Light Brown. Этот микс хорош для холодных блондинок, светло-русых. Следующий микс — это микс Light Brown с Brown и графит в соотношении 80 10 к 10 и с оксидом 1,8%. В этом миксе мы получаем благородный серо-коричневый оттенок, он хорошо подойдет для русых. Следующий микс — это микс Brown с Light Brown и графит в соотношении 40 30 на 30 и с оксидом 1,8%, либо с 3% оксидом, в зависимости от того эффекта, который вы хотите получить. В этом миксе мы получаем холодный серо-коричневый оттенок, темный насыщенный оттенок, подойдет для темно-русых, холодного шатена и брюнета. Последний микс — это микс Light Brown и Soft Brown в соотношении 70 к 30% и с оксидом 1,8%. Получаем теплый коричневый оттенок с красноватым подтоном. Этот микс хорошо подойдет для рыжих и для теплого блондина. Не дает сильного затемнения волоса. Итак, давайте подведем итог. Какие плюсы и минусы я вижу в этом красителе? Из минусов — срок годности красителя и осветлителей, кроме новых оттенков, 1 месяц. Небюджетная стоимость, если учесть срок годности. Так как краситель дает яркий след на коже, нужна предварительная подготовка кожи, пилинг. Доступен к продаже в основном только через интернет. Также еще хотела сказать небольшое замечание по упаковке. Упаковка, конечно, красивая, сдержанная и стильная, выдержана в одной цветовой гамме. Но так как оттенки красителя можно различить только по мелким надписям на торцах, если вы храните краситель в упаковке так, как я, то сразу же взять нужный оттенок невозможно. Приходится вглядываться, перебирать оттенки. Это слегка неудобно. И та же самая ситуация у нас идет с тюбиком краски. Их можно различить только по надписям. Если у вас несколько оттенков лежит на столе, то вам приходится их постоянно перебирать, чтобы найти нужный цвет. Это тоже неудобно. Плюсов, конечно же, больше. Из них я бы отметила: это широкая палитра оттенков красителя Chic. Они имеют красивые благородные оттенки. Есть осветлители для бровей, он оставляет яркий след на коже. Есть оттенки, которые подходят для мягкого, легкого окрашивания, дают легкий отпечаток на коже. В состав линейки входят 3 оксида 0,9, 1,8 и 3%. Дает возможность делать деликатные окрашивания блондинкам и рыжим после осветления и долговременной укладки. Есть бесцветный оттенок для регулировки уровня пигментации оттенков. Широкая вариативность в окрашивании, что делает краситель универсальным. Кремовая текстура красителя удобна в работе, он медленно окисляется. В составе имеет уходовые компоненты. Итак, это было все, что я хотела рассказать об этом красителе. Пишите в комментариях свои отзывы об этом красителе. И те, кто уже попробовал новые оттенки, напишите, как они вам. Пишите свои любимые и ходовые миксы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А сейчас я уже хочу с вами попрощаться. Всем до новых встреч, всем пока-пока.